Когда егерь услышал ночью скрип на крыльце, он подумал, что это ветер. Но когда открыл дверь, то увидел того, кто не должен был стоять у дома человека. Маленького медвежонка, который пришел просить помощи. Он почти не держался на лапах, шерсть была покрыта инеем, дыхание слабое, а глаза усталые и потускневшие. Медвежонок был настолько обессилен, что едва смог поднять голову. Казалось, он сделал последний шаг в своей жизни и остановился именно у двери егеря. Ночь была морозная и тихая. Лес вокруг сторожки скрипел от холода, а над верхушками сосен ярко горели звезды. Из трубы домика егеря Палыча медленно поднимался дым. Он уже собирался ложиться спать. Подбросил в печь дров, налил себе кружку горячего чая и сел у окна. Зимой лес живет по-особенному. Тише, осторожнее. Но Палыч привык слушать его даже в полной тишине. И вдруг у крыльца послышался странный звук. Сначала тихий скрежет, потом короткое фырканье. Палыч нахмурился. Кто это там еще? Он взял фонарь, накинул тулуп и открыл дверь. Морозный воздух сразу ударил в лицо. Луч света скользнул по ступенькам, и Палыч замер. На крыльце сидел маленький медвежонок. Он был весь в снегу, шерсть покрыта инеем, нос покраснел от мороза. Одна лапа была поджата, будто сильно болела. Медвежонок смотрел на человека усталыми, темными глазами. Несколько секунд они просто смотрели друг на друга. «Вот так гости», – тихо сказал Палыч. Медвежонок не рычал и не убегал. Он только тихо заскулил и сделал шаг вперед, словно просил помощи. Палыч сразу понял, зверек пришел сюда не случайно. Он присел на корточки. «Ну что, малыш, беда у тебя?» Медвежонок осторожно вытянул лапу. Она была распухшая и поцарапанная. Похоже, где-то попал старый капкан и сумел вырваться. «Эх ты, лесной бродяга!» Палыч медленно протянул руку. Медвежонок немного отступил, но не убежал. «Не бойся, помогу». Егерь аккуратно поднял его и занес в дом. У печки постелил старое одеяло и осторожно промыл рану теплой водой. Медвежонок тихо фыркал, но терпел. Потом Палыч перевязал лапу и поставил миску с теплым молоком и рыбой. Медвежонок сначала осторожно понюхал еду, а потом начал есть так жадно, будто давно ничего не ел. «Голодный, значит», — усмехнулся Палыч. Так у него появился необычный сосед. Несколько дней медвежонок жил в сторожке. Он быстро привык к теплу и все время держался рядом с Палычем. Иногда смешно переваливался по комнате, иногда просто лежал у печки и внимательно наблюдал за человеком. Но Палыч понимал, зверь должен жить в лесу. Как только лапа заживет, его придется отпустить. Однажды ночью разыгралась сильная метель. Ветер гнул сосны, снег летел стеной. Палыч проснулся от шума у двери. Медвежонок стоял на крыльце и беспокойно фыркал. «Ты чего?» – удивился Палыч. Но зверек не заходил в дом. Он смотрел в сторону леса. Палыч вышел на крыльцо и вдруг услышал тяжелое дыхание и треск веток. Из темноты между соснами медленно вышел большой волк. Зверь был худой и голодный. Такие зимой иногда подходят к жилью человека. Палыч замер. Но в этот момент медвежонок вдруг выскочил вперед и громко зарычал своим еще тонким, почти детским рыком. Он стоял между волком и человеком. Палыч понял, если волк нападет, медвежонок погибнет. Он быстро поднял ружье и выстрелил в воздух. Грохот разорвал тишину ночи. Волк мгновенно развернулся и исчез в метели. Некоторое время Палыч молчал. Потом посмотрел на медвежонка. «Выходит, мы с тобой друг друга спасли». Медвежонок тихо фыркнул и ткнулся носом в его сапог. Когда пришла весна, лапа медвежонка полностью зажила. Снег начал таять, и лес снова наполнился звуками. Однажды утром Палыч отвел его на опушку. Медвежонок долго стоял, нюхая воздух, потом посмотрел на человека. Палыч только кивнул. «Иди. Лес – твой дом». Медвежонок сделал несколько шагов, потом обернулся, словно запоминая человека, и исчез между соснами. Палыч еще долго стоял на опушке. А иногда зимой возле его крыльца появлялись большие медвежьи следы.
будто кто-то приходил проверить, все ли в порядке у старого егеря.